Друзья, всем привет! В этом коротком ролике мы с вами поговорим о грядущем обновлении для игры Stone Shard под названием Way Forward, путь вперед. Вместе с вами мы взглянем и обсудим последний девлог разработчиков Stone Shard, обсудим основные изменения в механике игры, которые уже в скором времени появятся в Stone Shard. Итак, в своем последнем девлоге разработчики рассказывают о текущем положении дел в Stone Shard. Первый и самый важный вопрос: когда же стоит ждать обновления? По словам разработчиков, выход обновления Way Forward запланирован на конец лета, начало осени. Но, как мы знаем, исходя из предыдущего опыта выхода обновлений на Stone Shard, да и не только на него, можно смело ожидать выход нового обновления, в лучшем случае к середине, к концу сентября. Way Forward должно стать самым сложным и крупным всех выпущенных обновлений. В нем разработчики собираются радикально переработать систему искусственного интеллекта, которая с самого начала игры прихрамывала, а поведение НПС вызывало вопросы и было слишком простым и предсказуемым. Второе, не менее важное нововведение Way Forward станет изменение системы генерации подземелий. Долгий срок работы над обновлением разработчики связывают со множеством еще нереализованных систем, которые им придется, если не окончательно ввести в работу, а по крайней мере верно заложить основу на будущее. Да и что там говорить, само по себе изменение и работа над системой искусственного интеллекта является крайне непростой и требующей множества правок и корректировок для достижения приемлемого результата. Изменения в игровом процессе наконец позволят действительно качественно расширить игру, а не только количественно, как это было в течение последних месяцев. Как вы помните, в игру вводили в основном новое снаряжение, ветки скиллов и разные мелочи, которые не слишком сильно разнообразили наш геймплей. Разработчики в своем последнем девлоге обещают поэкспериментировать с поведением различных фракций, добавить новые категории врагов, наделить их крутыми уникальными способностями, и если все пойдет гладко, то уже к сентябрю в Way Forward мы сможем увидеть в игре новые фракции, врагов и переработанную систему поведения. Работа над искусственным интеллектом в основном подразумевает проработку таких вещей, как создание сложной экосистемы, ручную настройку взаимоотношений между различными животными и самим игроком в открытом мире. Яркий пример — олени. Ох, вы же помните эти странные, на мой взгляд, моменты, когда криком из-за куста можно было приманивать к себе оленей вплотную. Но это ерунда, как мне кажется. Хотя помогало убивать их, кстати говоря, да. Разработчики обещают ввести эмуляцию стайного поведения у животных, а также территориальность хищников. То есть животные будут привязаны к какой-то определенной местности и будут тщательно охранять ее от непрошенных гостей. Изменения также коснутся и системы применения способностей врагами. Будет введена контекстно-зависимая система применения этих самых способностей, то есть враги теперь станут более разумно подходить к применению своих умений. Улучшится также поиск пути и позиционирование врагов. Сейчас мобы попросту бегут напролом по кратчайшему пути, невзирая на ловушки и опасные АОЕ-зоны. Врагов же обещают научить держать дистанцию, если это маг или лучник, что усложнит их поимку и, конечно же, убийство. Враги научатся меняться местами, отступать, а также звать на помощь союзников. Это реально важно, так как в нынешней ситуации лишь один враг, заметивший вас в лагере, побежит разбираться с вами в одиночку. Что не совсем логично и правильно, как мне кажется. Тут же встает вопрос о внедрении понятной системы тревоги, которая должна стать частью системы скрытности, которая все еще, увы, не введена в действие. Сама по себе переработка НПС позволит ввести новые случайные встречи на карте, новые события, что довольно сильно скажется на разнообразии исследования открытого мира. А теперь, что касается системы переработки генерации подземелий. Сейчас, как вы знаете, подземелья — это просто несколько десятков прямоугольных комнат, которые соединены между собой сетью узких коридоров. В новой же системе появятся совершенно новые типы комнат, а также улучшится и сгладится система коридоров. А добившись этого, разработчики обещают в дальнейших обновлениях вводить все больше новых типов подземелий, что само по себе вкусно. Работа над расширенным и улучшенным генератором подземелий в Stone Shard уже закончена, и, судя по девлогу, она показала себя с лучшей стороны. Он уже внедрен в тестовую версию для доработки и проверки его работы в самой игре. Хочется верить, что это не окончательный список изменений в Stone Shard, и нас ждет еще немало интересных сюрпризов с выходом обновления Way Forward. Друзья, спасибо за просмотр. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. У микрофона был Кэп. Всем хорошего настроения. До скорой встречи на стримах, господа. Пока-пока.